Чебоксары. Город побед. В 2019 году столица Чувашской республики отмечает свой 550-летний юбилей. Наш город бережно хранит свою историю и черпает силы в своих корнях. В древних летописях сохранилась запись воеводы государя всея Руси Ивана Руна с первым упоминанием Чебоксар. Именно поэтому 1469 год считается официальной датой основания города. На берегу Волги, в устье реки Чебоксарки, войско, идущее из Москвы походом на Казань, остановилось на ночлег. И увидели воины кирпичные и деревянные здания, ремесленные мастерские и ухоженные поля. В 1555 году архиепископ Гурий, прибывший в город по поручению Ивана Грозного, осветил место Чебоксарского Кремля и первого православного храма иконой Владимирской Божией Матери, которая с тех пор считается покровительницей города и по сей день хранится в Введенском храме. По указу Ивана Грозного построен Свято-Троицкий мужской монастырь, Введенский собор. Чебоксарский Кремль играл важное стратегическое значение и был южным форпостом российского государства. Город охраняли высокие стены и въездные башни. Одна из них носила название Тайниковая. Под ней был тайный ход, который вел на берег Волги. На вооружении города-крепости находилось почти 2000 стрельцов. Чебоксары, занимая выгодное географическое положение на Волге, становятся ремесленным, торговым и культурным центром. Особое отношение к городу сложилось у Екатерины Великой. Побывав здесь, она отметила: «Для меня Чебоксары во всех отношениях лучше Нижнего Новгорода». Значительный экономический урон городу нанесли многочисленные пожары. Самый разрушительный пожар случился в 1773 году, после которого императрица Екатерина II поручила разработать план восстановления и строительства города. Чебоксары стали первым уездным городом Казанской губернии, для которого комиссией о строении Санкт-Петербурга и Москвы был составлен единый градостроительный план. Центральные городские улицы являлись продолжением дорог на Казань и Москву и носили названия главных объектов, расположенных на них: Большая Московская, Набережная Лакреева, Покровская, Каретная и Благовещенская. Своим высочайшим указом императрица утвердила герб города и первую карту. Центральным символом чебоксарского герба стали 5 серебряных уток. Уникальный образ в мировой геральдике, означает стремление к свободе, инициативе и к достижению поставленных целей. В XVIII веке в Чебоксарах росло промышленное производство. Построены кирпичные, кожевенные, сальные и колокольные заводы. Чебоксарские колокола сыскали мировую славу. В XIX веке Чебоксары – уездный город с 4000 жителей. Большую роль в развитии города играют купцы династии Ефремовых. Они строят заводы, производственные предприятия, а родовые особняки становятся украшением города. Легенда гласит, что при строительстве этих домов в стенах спрятан камень хризопрас, который был талисманом купцов. Красоту старинных зданий не стерло время, и они по сей день являются предметом гордости. 20 век стал знаковым в развитии города Чебоксары. В 1920 году Чебоксары приобрели статус столицы Чувашской автономной области. Строятся правительственные здания, открывают двери высшие учебные заведения, учреждения культуры. Появляется Национальный театр. Одним из ярких событий стало строительство первого звукового кинотеатра «Родина». Во время показа первого фильма «Чапаев» жители Будайки узнали в главном герое своего земляка. Где должен быть командир? Опять впереди? На лихом коне и первым ворваться в город на плечах неприятеля. Оп! На набережной разбили городской парк. Чебоксарцы любили прогуливаться по его тенистым аллеям, любоваться волжскими просторами с балкона города. Мирную жизнь прервала война.
Из 40 тысяч жителей Чебоксар 14 тысяч ушли на фронт защищать родину. Женщины и дети ковали в тылу победу. Большой стройкой начала 40-х стал оборонный завод, который строился в лесном массиве вблизи города. В 1941 году ценой невероятных усилий на фронт отправлена первая партия боеприпасов. Работа на Чапаевском заводе не прекращалась ни на день. Одновременно строились новые цеха и запускались производственные линии. Здесь трудились специалисты со всей страны. В начале Великой Отечественной войны в Чебоксары из Ленинграда и Харькова эвакуированы крупные промышленные предприятия. На их базе образован Чебоксарский электроаппаратный завод. В августе 1943 года начала работу Чебоксарская кондитерская фабрика, которая сейчас называется «Акконт». Май 45-го вернул ясное небо над Родиной, и столица Чувашии возвращалась к мирной жизни. В послевоенные годы набирает рост промышленность, строятся новые заводы. Начинает работу один из крупнейших в стране хлопчатобумажный комбинат. Налажен выпуск продукции чулочно-трикотажной фабрики, кабельного и машиностроительного заводов. Введен в эксплуатацию завод железобетонных конструкций. Город вырос. Появились новые жилые районы. Чебоксарцев стало больше 100 тысяч. Ровно 55 лет назад по городским улицам пошли первые троллейбусы. В 70-е годы всесоюзными стройками, которые значительно повлияли на дальнейшую судьбу города, стали Чебоксарский тракторостроительный завод и Чебоксарская ГЭС. В январе 1972 года на площадке Чебоксарского тракторного был вынут первый кубометр земли. Затем были подняты первые стальные колонны. Воздвигнут первый цех. А в конце завершающего года пятилетки, в честь 25-го съезда КПСС, здесь был собран первый опытный трактор. Чебоксарская ГЭС увенчает Волжский энергокаскад. Январь 78-го. Бригада Бориса Додониса завоевала право уложить в тело плотины миллионный кубометр бетона. До перекрытия Волги нужно построить здание ГЭС, плотину, котлован, возвести защитные сооружения на сумму 100 миллионов рублей. Прошло менее 2 лет. Строительство Чебоксарской ГЭС близится к завершению. Осталось уложить всего 50 тысяч кубометров бетона. И вот наступает день 23 апреля, начало навигации. В шлюз Чебоксарской ГЭС входит первое судно ледокол «Капитан Букаев». Волжские ворота открыты для судоходства. Чебоксарская ГЭС работает и набирает мощность. Одновременно с ними возводится приборостроительный завод. За большие заслуги, достигнутые трудящимися Чебоксар в хозяйственном и культурном строительстве, город награжден орденом Трудового Красного Знамени. Строительство Чебоксарской ГЭС изменило облик столицы. Часть старого города оказалась в зоне сооружения залива и обрела новое лицо. В 1996 году строительство Чебоксарского залива было завершено дамбой через акваторию, названной «Дорогой к храму». Сам архитектурный проект был высоко отмечен и получил Государственную премию России. На рубеже 2 тысячелетий Чебоксары открыли новую страницу истории, став поистине жемчужиной на туристической карте страны. Гостей, прибывших по Волге, встречает новый современный речной порт, аналогов которого нет ни в Поволжье, ни в России. Воздвигнутый в 2003 году 46-метровый монумент Матери-Покровительницы стал одним из главных и самых узнаваемых туристических символов города. Нам есть чем гордиться. Чебоксары
родина легендарного комдива Василия Чапаева и генерал-полковника, героя Советского Союза Александра Боголюбова, прима Большого театра Надежды Павловой. Город юности космонавта номер 3 Андриана Николаева. Чебоксары дважды признаны самым благоустроенным городом России. Благоустроенная Московская набережная признана лучшей муниципальной практикой страны. По квалификации геоурбанистов столица Чувашии вошла в группу крупнейших городов России. Менее чем за 70 лет число жителей города с 40 тысяч возросло до 500 000 человек. Строятся новые микрорайоны. Благодаря поддержке правительства России и главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева благоустроен сквер Константина Иванова, Кадетский сквер, дворовые территории и общественное пространство. Построено 20 детских садов и 2 современные школы. Открыта детская академия искусств и детский технопарк, Фоки, Ледовый дворец и центр маунтинбайка. Модернизирована дорожно-транспортная инфраструктура. Построены новые дороги, проведена реконструкция Московского моста. К 550-летию в городе ведется беспрецедентное по своим масштабам строительство социальных объектов. Откроют свои двери 10 новых детских садов. 1 сентября школьники пойдут в 2 новые школы. Будет проведена реконструкция Красной площади. Впереди много ярких проектов. Чебоксары — город наших побед. Город, устремленный в будущее.